Всем салам алейкум, с вами Джалил Кибермидас Кунбутаев. И сегодня я хочу вам снять продолжение про Дубай. Правда, я хотел назвать на своем видео «Дубай долой капитализм», потому что, по моему мнению, иногда, во второй части бывают капиталистические моменты. Так что начинаем. Хэштег «Долой капитализм». И вот когда мы только что прилетели в Дубай и только что заселились в отель, а потом вдруг случилось наводнение. Ва-ба-бай, какое наводнение здесь происходит, а? Это во всем виноват искусственный дождь. Видимо, власти Дубая специально используют искусственный дождь, чтобы арабы не умирали от адской жары. Но ведь раньше, до осуществления этого проекта, арабы умирали 30 раз хуже, чем сейчас. И власти Дубая создают искусственный дождь двумя способами. Первый способ. Они внедряют специальные пушки в самолетах или беспилотниках, которые высеивают облаков с помощью таких химикатов, как йодид серебра, йодид калия, сухой лед, жидкий пропан или соль, позволяющим создавать осадки. Но эти осадки никак не контролировать, никак не регулировать и никак не управлять, чтобы они не создавали наводнение. Они даже забыли, из-за того, что наводнение случилось, они забыли установить канализационные сливы, и они сейчас работают над этим. Вот, ни одного канализационного слива нету. Ни одного. Ошалеть. А второй способ. Они используют дроны для выпусков электрических зарядов в облака, позволяющим каплям воды сливаться в крупную, образуя осадки. Дроны оснащены целым набором приборов для измерения выбросов электрического заряда и настраиваемых датчиков. Так что я хочу поздравить властям Дубая. Они создали не только искусственный дождь первым, но они случайно создали искусственное наводнение. Миф номер 3. Юля Дунаевская заявляет, что в Дубае запрещено звонить по WhatsApp ради выгоды операторов. И многие туристы раздражают, что WhatsApp часто постоянно моросит и тормозит. А вы знали, что в Дубае нельзя полноценно пользоваться Вайбером, Ватсапом, Телеграмом и другими мессенджерами? Вы не сможете звонить из этих мессенджеров, вы можете только написать сообщение или отправить голосовое. Абсолютно всех туристов и жителей раздражает эта проблема. Так происходит, потому что по местным законам передача голоса по интернет-протоколу должна лицензироваться как оператор связи. Простыми словами, местные операторы связи не хотят, чтобы вы бесплатно звонили друг другу в мессенджер. Например, если вы хотите звонить в WhatsApp, то вы можете купить у оператора специальный пакет, который позволит вам это делать. Некоторые местные туристы устанавливают VPN, чтобы совершать звонки в мессенджерах, но это считается здесь незаконно. И, честно говоря, звонки с VPN все равно здесь работают не очень хорошо. Напишите в комментах, смогли бы вы жить без голосовых звонков в мессенджерах. Подписывайтесь на мой профиль, потому что там еще много необычных фактов про Дубай. Во-первых, несмотря на использование VPN, WhatsApp ни разу не подвел меня, не моросил и не тормозил. Вот даже мы с бабушкой, с дедушкой, с мамой, с бабой общались по WhatsApp и ни разу не тормозил и не моросил. А во-вторых, кто тебе сказал, что в Дубае запрещено WhatsApp и часто моросит? Еще раз ты снимешь эту глупость, иначе я заберу тебя с собой в Китай. И там я тебя отправлю в лагерь перевоспитания. Миф опровергнут. Поговорим о трафике, дорогах и дороге в Дубае. Дороги в Дубае — это большая проблема. Это не потому, что они убиты, а дело в том, что они такие большие, и таких дорог в Дубае практически везде. По большому счету, это город не рассчитан для пешеходов. Да, для этого есть пешеходный мост, чтобы перейти дорогу, но это не помогает. Вот смотрите, допустим, если вы куда-нибудь торопитесь, например, в офис, и вам придется в неположенном месте перейти эту дорогу и постараться выжить. Или простыми словами, попробуй перейти и не сдохнуть в этой магистрали. Офигеть, что за гелик! Я когда вырасту, такой же себе куплю. Помните эту старую добрую игру под названием Chicken Cross, где там курицу нужно перейти дорогу и выжить? Это то же самое, что и в Дубае. Но если вы попытаетесь идти по городу пешком, то вы периодически будете упираться на огромное шоссе. При этом автомобилисты также страдают, потому что из-за упоротой планировки, чтобы добраться от точки A до точки B, вам придется проехать маршрут через C, D, A и F. Кстати,
Кстати, блогер Ваня заявил, если поехать в окраину, то пейзаж будет напоминать Махачкалу. И если хоть немного отъехать от центра, то пейзажи удивительным образом начинают напоминать Махачкалу. По большому счету, Дубай большой город, и здесь практически тяжело найти эту локацию, но я нашел несколько таких похожих локаций. Я нашел там мечеть Джумейра. Не знал, что арабы, как и дагестанцы, паркуют свою машину таким образом. Миф подтвержден. Бурдж-Халифа – самый высокий небоскреб в мире. Бурдж-Халифа названа в честь первого президента ОАЭ Заид Ибн Султан Ибн Заид Ибн Халифа Аль-Нахаян. Ошалеть, какое у него длинное имя, фамилия и отчество. А Бурдж на арабском башня, короче башня Халифа. Бурдж-Халифа по большому счету вертикальный город. В нем есть магазины, спортзалы, фитнес-залы, квартиры, офисы, кафе, рестораны и все как в городе. Но Бурдж-Халифа, тем более и во всех небоскребах Дубая, не подключены к канализационной системе. Но все эти отходы из Бурдж-Халифа вывозили на сотни говновозах. Это что, дерьмовоз? Да, это дерьмовоз, которые каждый день выстраивались в очередь, образуя пробки, которые 1000 раз хуже, чем пробки в Краснодаре. Иногда из-за сильнейшей жары и пробок некоторые осенизаторы говновоза сливали говно в канаву возле Джебель-Али, ведущую в Персидский залив. В итоге туристы фактически купаются в соленой смеси мочи, фекалий и в говне. Ну а сейчас решили эту проблему, и сейчас они работают над канализацией. Но я сначала не поверил, но когда я увидел, как они делают канализацию, я начал в это верить. Это телескоп электронный. Понял. Место для прыжка с парашютом. Я понял, к чему это приведет. А нет, я подумал, что он разобьется. Магазин сувениров. Все дела. Well, just kidding. This is the actual. But this is the actual. This is how bad this camera's quality is. Красота. Так, Джалил, Ай. давай мне сфотографируй, пожалуйста. Хорошо.
Но здесь дальше ничего интересного нет, но здесь я снял этот шоу получше. Хотите промотайте, хотите ускоряйте этот момент, как вам удобно. Дубай, мол, с площадью 1 000 000 квадратных метров и 1200 магазинов, но он настолько огромный, что за 7 недель не прогуляешься, вот даже мы с мамой чуть не заблудились, но мы нашли пару ориентиров выхода. А могли бы сделать специальные линии, ведущие к выходу, вот даже я нарисовал. Так что, ребята, напишите комментарий, полезно ли это или нет. Да, для этого установлены специальные терминалы навигации карт, но не везде. Хотя эта инфо-цыганка сняла видео, что в Дубай-моле есть бесплатное такси, которое таким образом вы можете добраться до точки выхода. Хотя, по большому счету, здесь я не увидел ни одного бесплатного такси. Но я проверю этот миф. Ну, допустим, я зашел через Fashion Avenue, где там бесплатное такси подают. Захожу, услуги. А да, реально есть такая услуга. Миф подтвержден. Я сейчас нахожусь в Дубай-моле на огромный храм, короче говоря. В основном Дубай-моле посещают не только индусы, африканцы, русские, дагестанцы, ну или там другие, но и французы, американцы, китайцы, узбеки, казахи и корейцы. Коран. А, это не Коран. Ах, свинка Пеппа. Тот самый. Интересно. Я такую анимацию где-то видел. О, тот самый Ким Чен Ын, Путин и Трамп. Все, навесно. Тот самый Путин. Вот вам огромнейший в мире аквариум. Точнее, огромнейший в мире аквариум. Это что за огромнейшая рыба? Вот хищник акула. В Дубае арабы и, вероятно, приезжие, в отличие от дагестанцев, не хулиганят на дорогах ради понтов, но они понтуются, показывая туристам роскоши. Вы когда-нибудь видели брошенные дорогие тачки в Дубае? А я нет. Но многие блогеры снимают видео про брошенных машин в Дубае, потому что большинство дубайских понторезов, они берут кредиты, чтобы купить дорогие тачки и понтоваться. Но когда они не могут или не хотят выплачивать свой кредит на машину, они бросают свою тачку в любых местах и пыляются месяцами. А невыплата долга по кредиту считается воровством, за это грозит тюрьма. И тут у вас две способа: либо занять кого-то из родных и близких денег, либо, как многие понторезы делают, на первом рейсе купить билеты из Дубая в один конец. На Эйфелева башня в Париж! Обычно местные правоохранительные органы забирают брошенные машины на штрафстоянках, где они там будут гнить медленно и умирать под песчаным бурям и палящим солнцем. А простые граждане забирают брошенные машины в аукцион. И не говорите мне, что банкротство в Дубае это преступление. Я уже читал в журнале «Коммерсант», что в Уголовном кодексе нет такого состава преступления. А Андрей Фролов, топ-менеджер Ижевского завода, был арестован за то, что он довел предприятие до банкротства с целью извлечения незаконной прибыли. Пока что миф о банкротстве опровергнут. Решил, значит, стать вором. А знаешь, кто такой вор? Это тот, кто всегда готов сосать кусок своей смородины. Вот ты готов сосать смородину? Нет. Я тоже. Ну, нас и не спрашивают. Потому что умение сосать смородину спасает нас от таблицы умножения.
Многие думают, ну конечно, если бы у нас было столько нефти, мы бы тоже забабахали такой город. Нет, ты глубоко ошибаешься. Они построили Дубай не из-за денег нефти. Просто власти Дубая заманили гастарбайтеров, сказав, что они будут гастарбайтерам платить большие деньги. Но на самом деле они попали в современное рабство. Платили им 200 и 300 долларов, как мой папа сказал. И на костях построили Дубай. Но сейчас современное рабство в ОАЭ давно запретили. Но эти чмошные бизнесмены брали пример у власти Дубая про современное рабство. И они это используют с целью заработка денег. Например, Андрей. Когда Андрей приехал в Дубай за свои мечты и случайно увидел работу официанта в отеле Атлантис, который много зарабатывает деньги. Вот когда он устроился на работу официанта, его обманули, сказав, что будет бесплатное жилье, прекрасная забота о рабочих, как в СССР. Встретил менеджер, задал пару вопросов, рассказал про условия, что дают бесплатное проживание, питание, зарплата под $1000. Из обязанностей, говорит, просто будешь приносить напитки, убирать столы после гостей и все, больше ничего не надо. Ну представляете, да, мои эмоции? Уже нашел работу тут за 2 дня, меня уже так легко берут. А на самом деле попал в современное рабство, работая в грязную работу. Воздухан. Вот и все. Конфисковали у мигрантов, в том числе и у Андрея, паспорта, чтобы они не сбежали. И тут мне говорят, что нужно сдать свой паспорт для получения визы. Вот даже он случайно узнал, как 2 человека спрыгнули из окна, совершая самоубийство прямо того жилого комплекса, где он живет. Я узнал, что за 3 недели, пока я там работал, 2 человек погибло. Они просто выпрыгнули из окна прямо того места, где я жил. Ведь 2 индусов совершили самоубийство каждую неделю. И 10 индусов при строительстве небоскребах умирали в странах Персидского залива каждый день. По большому счету, Андрюха попытался дозвониться в российское посольство, но даже посольство не ответил трубку. А я не рассказывал, что мы на самом деле-то звонили в посольство, просто потом. А они даже трубку не взяли. Мы сидели там целый день, названивали. Но когда руководство чмошников возмущались на выходке Андрея, чтобы сбежать из рабства, и Андрей тоже возмущался на них, они натравили Андрюху полиции, а до этого они манипулировали его. Черт! Listen, I will call police. No. I will call police now. And I will give them... Несмотря на все его замечания от ментов за то, что он делал видео и аудиофиксацию в качестве доказательства, ведь в Дубае запрещено без разрешения человека снимать и записать на диктофоне человеку, Андрей объяснил ментов о происходящем в этой ситуации. Они ответили: если они не вернут паспорт в ближайшее время, звони 999. Респект полицейским. Полицейские оказались здесь единственными адекватными, несмотря на то, что они сначала услышали версию произошедшего вообще не от меня. Они поддержали меня и сказали, что если тебе там в ближайшее время не вернут паспорт, то просто позвони там 999, и мы там приедем. И наконец-то сбежал за 71 дней. Слава Аллаху. Это не только в Атлантисе происходит, но и во всех рабочих сферах, ну где там мигранты и гастарбайтеры работают. Но чем шире улыбка, тем она фальшивее. Кстати, в ОАЭ живут 90% мигрантов и иностранных работников и 10% арабов. И да, я много раз видел мигрантов, они работают строителем, личным водителем, консьержем и другие. А это чмо держит индусов за решетку за то, что они болели за Индию, а не за ОАЭ сборной по футболу. Это только чмошники сажают людей за решетку за то, что они болели за свою родину, а не за другую страну. Представь себе, ты кавказец или русский банан, или все сразу, и ты переезжаешь в Германию работать, например, в автозавод BMW. И тут какой-то немецкий начальник натравил тебе полиции за то, что ты болел за Россию, а не за Германию в сборной по футболу. Это разве приятно? Нет. Тем более управляющий того отеля, где я жил, сказал мне, что за рабство грозит пожизненный срок тюрьмы. И вот как раз эти чмошники, которые организовали рабство для мигрантов, по-любому больше шансов гнить в тюрьме. Пожизненно. Смотри, негр! Ты ошибся адресом. 90-е в другой стороне. Проводить? Автор этого видео против расизма. Он не пропагандирует расизм. Расизм — это чмо. Я представляю, как Андрей Агарков будет сильно докапываться до людей, которые создают рабство в Дубае для мигрантов. Ведь он поддерживает только трудовых мигрантов. Сначала вы говорите: мигранты, чемодан, вокзал, домой. Потом жалуетесь, что мигранты снег не убирают. Вы уже определитесь. Мигрантов выгоняете, а сами-то с лопатами не ходите. Берите лопаты, сами снег чистите. Либо не кричите на всю улицу: мигранты, чемодан, вокзал, домой. Проявляйте уважение к мигрантам и цените их труд. Респект ему.
Помните эту игру Fundamental Paper Education, которая является новым аналогом Балди? Хотя мало кто в России знает эту игру, но я желаю, чтобы иншаллах эта игра стала самым популярным не только в России, но и в мире. Чтобы популярность этой игры длилась очень долго. И помнили эту игру как «Ну погоди» и «Чебурашка», но и других советских фильмах, мультиках и сериалах. Например, возьму персонажа из этой игры, например, Мисс Циркуль. Помните эту отбитую на всю голову женщину, которую она убивала непослушных учеников из-за двойку? Если бы она держала бы непослушных учеников и двоечников в рабство в Дубае, то она сидела бы в тюрьме пожизненно. Конфискация имущества и в тюрьму. Это будет в интересах граждан. Это будет в интересах слову пацана в тюрьму. Это будет в интересах капитализма.